Всем привет, меня зовут Илья, и мы приехали на Rocket Fest. И сегодня будем наблюдать запуски ракет. В прошлые выходные у нас проходил фестиваль ракетомодельного спорта. Немного поясню, что ракетомодельный спорт достаточно сильно отличается от любительского ракетостроения, где все ограничивается лишь фантазией и возможностями инженера. В спорте же существует ряд достаточно жестких правил и регламентов на вес, на мощность двигателей, на габариты, типы конструкции. Но вообще существуют разные классы ракет-модельного спорта. И, как правило, модели друг от друга в классе у участников почти ничем не отличаются, часто даже визуально. Я сам никогда на таких мероприятиях не был, так что мне будет любопытно посмотреть самому. Итак, мы приехали на гражданский аэродром, забронированный с утра до середины дня под проведение запусков моделей ракет. И уже на поле разложены пусковые установки, а участники готовят свои модели к старту. Для начала посмотрим на их пусковые пульты, и они несколько отличаются друг от друга, но, как правило, различия эти небольшие. Это 12-вольтовая аккумуляторная батарея, от которой идут провода к запалу двигателя. При этом чаще всего участники просто замыкают клеммы сами вручную. Но у некоторых все-таки встречаются проводные пульты, в том числе с контролем целостности запала. Пусковые установки в основном штыревого типа на треногах, либо несколько направляющих, 2, 3, 4, что-то исключение. Модели совсем небольшие и фиксируются непосредственно перед самым запуском самим участником. Все делается достаточно нежно и очень аккуратно. Сейчас на стартовых позициях легкие совсем ракеты, которые совсем невысоко взлетают, и, в общем, они содержат фактически один двигатель и стабилизатор. Судья, может? 5, 4, 3, 2, 1, старт. Не самый впечатляющий результат, но, честно говоря, сами модельки тоже маленькие, и движки для них совсем крошечные. Давайте поподробнее расспросим организаторов об этих соревнованиях. Модель может весить 10 граммов, может 13, может быть резкий старт, а можно сделать плавный. Да здесь какое дело, задача каждого участника подобрать такой баланс двигателя, заряда под свою модель, рассчитать время задержки, чтобы открыть парашют в нужный момент, сбалансировать модель. Есть разные теории, но все происходит методом подбора. Мы перед соревнованиями проводим испытания двигателей, обкатываем. Смотрим на время работы, на то, как срабатывает задержка, как отстреливается вышибной заряд. Может быть, чуть изменит участник свою модель, ему нужно будет все заново пробовать и подбирать разные двигатели. Пока мы общались с организаторами, за нашими спинами участники продолжали запускать ракеты. Но это все-таки не совсем ракеты, точнее совсем не ракеты, а это как раз небольшие ракетопланы с миниатюрным двигателем. Это спортивный класс С4. И если я ничего не путаю, это ракетоплан системы Решетникова. Вот. У меня мой ракетоплан не полетел, но нужно все-таки понимать, что вес и размеры совсем разные весовые категории. Для таких ракетопланов используются совсем крошечные, небольшие моторы. Но давайте вот как раз об этом и поговорим с организаторами, пораспрашиваем насчет двигателя. На двигатель нужно получить сертификат. Да нет.
А если нам просто купить? А какой вам нужен? Двигатели каждый участник подбирает под свою модель, или изготавливает на заказ. У нас двигатели на черном порохе, делает один наш местный специалист. Вот такие небольшие можете у него заказать и купить. А покрупнее что-то посолиднее. Но есть побольше. Да, для моделей на высоту, например. А прямо под габаритные ракеты. Есть и такие, но это уже не двигатели для соревнований и внеспортивных соревнований. У нас этим занимается человек из России, сам делает двигатели и работает с разными химическими реагентами. Возьмите, если хотите, его контакты. Мы таким не занимаемся сами. Вот так. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ну и, наконец, давайте просто понаблюдаем за запусками ракет. Мы же все-таки за этим сюда и приехали. Вообще я не буду скрывать, что я не впечатлен инженерной составляющей такого мероприятия. Конечно, как спортивное оно может быть и хорошо, но оно жестко загнуто в рамки определенных габаритов, массы и, в общем, используемых топливных составов и конструкций. Поэтому здесь не столько про инженерию, сколько про спортивный интерес и про поиск вот этого оптимального баланса, который важен для достижения максимальных результатов, а не каких-то новых поисков идей. С другой стороны, не могу не скрыть, что для меня это стало достаточно любопытным опытом. Как раз таки, когда я пытался сделать свой ракетоплан, здесь что-то очень подобное. Двигатель стоит сверху модели, хвост и, соответственно, крылья, они раскрывающиеся, ну, хвост фиксированный, крылья раскрывающиеся. Это хорошее решение, я о нем читал, но его легко сделать на маленьких моделях и достаточно сложно сделать для больших, потому что размер крыльев тоже будет достаточно большой, нужно будет как-то жесткость фиксировать. Все это тоже требует таких инженерных изысканий, мало кто это делал. Но, тем не менее, конечно, это интересный опыт, и очень круто это, когда все организовано, на все получено разрешение, ну и, конечно, сообщество, комьюнити людей, заинтересованных в ракетостроении, это, конечно, супер. В общем, ребят, если вам понравилось такое видео, и, наверное, такие мероприятия еще я буду посещать, то вы знаете, что делать. Безусловно, это ставьте большие пальцы вверх, лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. В общем, с вами был наконец-то Илья, и всем пока-пока.